Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Сегодня мы продолжим играть в Stationers, выживаем на Марсе. Я пересмотрел код, который управляет печкой. Что я изменил? Значит, у нас селектор, который занимается выборкой руды, остается как есть. Температуры и режимы для разных типов сплавов я оставил как есть. Я изменил способ включения печки, то есть вот наш рычаг, который поднят. Значит, он будет у нас включаться, когда рычаг поднят, плюс внесены условия. Если давление меньше, чем максимальное, максимальное у меня установлено на печке с запасом в 40 тысяч. То есть, если оно меньше, несмотря на то, что рычаг включен или выключен, эти условия будут еще программно добавлять логику и блокировать, собственно, включение печи, даже если я буду дергать за рычаг. И Gas Analyzer Out Press, то есть выходящая труба, которая с грязным газом на выходе из печи, если в ней есть куда скачивать. То есть вот эти два условия я поставил. То есть если у нас есть куда выбрасывать газ, и у нас есть место в печи, и рычаг поднят, тогда мы считаем, что печь включена. Это изменилось. Дальше у нас есть условия, когда мы используем топливный насос. Он теперь будет включаться только если давление меньше минимального или температура меньше минимальной. То есть либо то, либо то. Естественно, если включен рычаг и условия по его включению работают. И если давление меньше максимального. То есть при условии, когда у нас, допустим, 12 тысяч давления, а требуется 5, но температура 850, а требуется 900, то топливо не будет добавляться до тех пор, пока не упадет давление. Выключаться будет насос, соответственно, если давление равно либо превышает середину требуемого. Если температура равна либо превышает середину требуемой для сплава. Или если рычаг опущен, вернее поднят, то есть выключен, да? Или если давление в печи больше, чем требуемое максимальное. Тогда будет блокироваться насос. Вернее, не блокироваться, а выключаться. Далее компрессор, который выпускает газ из печи. Он у нас работает только если давление больше требуемого максимального и включен рычаг. И топливный насос выключен. То есть я добавил взаимоисключение. У нас не будет никогда работать выпуск одновременно с впуском. Далее выпуск одновременно с пуском не должен работать. Газовый, холодный сюда же должен быть включен. Потому что если мы холодный газ добавляем, мы не должны его спускать сразу. Да ё-моё. Вот, если у нас холодный газ. Далее, то есть если работает хоть один насос на впуск, выпускной работать не будет в этот момент. Выключаем мы наш выпускной насос, если давление меньше либо равно среднему требуемому, или выключен рычаг. Да. Далее, что у нас еще? Если у нас температура по поводу загрузки газа холодного, если температура больше, чем максимальная требуемая, и включен рычаг, и выключен топливный насос. Это он нам предлагает, не надо нам выключать топливный насос. У нас в любом случае холодный газ будет включаться тогда, когда топливный насос уже не работает. Так, я здесь засомневался, надо спросить у него, что у нас получается. И смотри логику. Или будет насос на холодный газ отключаться
если включен топливный насос. По идее, у нас по давлению холодный газ будет включаться только реально тогда, когда нужно остудить. Он предлагает нам добавить проверку, ту, которую, собственно, и предлагал, чтобы мы не включали насос на холодный газ, если у нас включен насос на топливо. Вот, собственно, вот этот мы код забираем и будем отправлять в игру. Но сначала мне нужно шапочку себе сделать, 2. Блестящая такая красивая шапочка. Я себе еще один сьют сделаю, железа не хватает. А железо у нас, а вот у нас железо. Вот, запасной скафандр я себе повешу куда-нибудь. Да? А здесь надо сделать что мне? Баллоны. Ну, если что, я вот эти возьму, да, если будет резерв критичный. Баллоны. Тогда надо батареечку сделать. Все-таки сделаю баллоны. Пойдем в трубогиб закинем. В прошлой серии я себе сломал костюм. В очередной раз я влез, куда не стоило влазить. И в этот раз я решил себе запастись. Мало ли, герметизация, разгерметизация. Я тут хожу по базе. Это есть. Пойдем в трубогиб. Сделаем себе баллоны. У меня где-то был баллон один запасной, пустой. Вот там лежит один. Пустой. Мне надо на кислород один баллон. И надо обязательно сделать фильтры. Кстати, я могу уже сделать баллон электронный. Интересно, он будет работать, если я его не буду программировать, а просто что ему требуется? Медь, сталь и кремний. Давай посмотрим, как это будет работать. Когда 2 надо, да? А это интересно. А это очень интересно. А ну-ка. Так сделаем. Накачает? Да, накачка пошла. А ну-ка, я сейчас сравню, сколько тут моликов получается в одном баллоне и во втором. Интересно, интересно. Да, ну маяком я, конечно, ничего не сравню. Тут 185 моликов в маленьком баллоне. Большой еще не накачался. Можно выключить.
ладно, пусть качается. Пойду пока фильтры сделаю. А если я баллоны... А если у меня их 2 будет, да? Пара. Пара туда. И, значит, мне будет тогда вот сюда вот. Баллон будет. В запасном сьюте я оставлю обычные баллоны. А в новом, в том, который я буду таскать, будет 2 баллона больших. Вопрос, что там по давлению? Может увеличить давление? СО2 фильтры. Я же могу уже делать побольше, да, фильтры? Тут стелит надо. А вот здесь Константан. Это уже побольше фильтры. Давай мы сделаем себе 6 штук. 7, 8 штук надо сделать. Там прям газовая ферма получается уже. Это запасной. Эти мы отправим. Давай еще. Так. Еще парочку на фильтры туда. И еще один, и все. Отлично. Что там, набрался? Набрался. И он как бы не полный, да? То есть вот получается, он совсем не полный. Вот это вот его датчик показывает только на 2 части. А сколько здесь всего частей? Еще 2, еще 2 и еще. Раз, два, три, четыре, пять. Плохо посчитать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 частей получается. То есть что, 7. Объем 64 литра. А здесь сколько? Ну, у них одинаковый объем 64 литра на газ получается, а давление, я так понимаю, разное держит. Способное держать. А какое давление? Только для газового баллона. А где сам газовый баллон? Вот обычный газовый баллон. Сколько он держит? Максимальное давление 10 килопаскалей. Так. А у этого 20. Ну давай 19 сделаем тогда. И будем накачивать до 19. Будет как раз красота. До 19. А у нас же здесь есть логика. Куда ты качаешь, скажи мне, пожалуйста. Это там нет баллона.
Куда не качает, просто стоит включенный. А здесь логика, логика. А как мне знать, какой баллон? Так, ну это, короче, надо будет программу опять обновлять, идти. Я пока не хочу. Или хочу. Что у нас там с программой? Tank Fill Socket. Ага, ну у нас здесь жестко вписано. А если я, допустим, сейчас поменяю на крупные баллоны, а потом поменяю, не те баллоны поставлю, у меня будет бабах, если я маленькие баллоны вставлю на большой объем. Это будет жестко. Тогда я пока не буду менять. Надо будет сделать лучше отдельно. Так что я пока не буду менять. Но баллоны я себе все равно поставлю. Надо понять, какие. Вот этот. Этот вот костюмчик. Так, я сделаю. Вот я уже зарядился. Запасной костюм. Да? Даже лучше вот сюда. Тут у меня еда. Хорошо. Там все выключил. Поехали на выход. Код обновим для печки. Давно хотел ее включить. Сейчас опять будет еще один потребитель энергии. Что она сама по себе дает? Лампочка горит. Возможно, лампочка будет как-то мигать или что-то с ней будет происходить. Теперь здесь код. Фильтры почти закончились. Неужели я... Да, некуда. Еще надо баки. Нормально все с фильтрами. Ага, есть немножко, поэтому работает. Какая тут температура? Большая.
И кислород есть. То есть, если я сюда сейчас этих газиков накидаю красных, то у меня здесь просто возгорание будет и продукты сгорания вместо газиков. Понятно. Понятно. Тогда код обновим. Получается, чем больше я занимаюсь газами, чем больше я плавлю, тем больше у меня газа. Я застрял на его хранении. У меня его много. Прям очень много. Ну как очень много? Приличное количество, которое некуда девать. Просто выпустить в атмосферу. Как бы нет. Азот можно выпустить, но и кислород. Что я тогда буду делать? У меня не будет топлива, а азот это хладоген. Вернее, не хладоген, а чем газ, который холодный и не горючий. Я ним остужаю печку. И мне его мало. Так что надо сохранять. Ага, фильтр кислородный пустой. Можно не качать. Ну да, он же пустой. Надо еще фильтр кислородный и фильтр на полютанс. Кислородный и фильтр на полютанс.
Надо сделать отдельное электроснабжение фильтровальной станции и отдельное электроснабжение домика, иначе я не вывожу. И у меня заканчивается энергия, то есть я уже потребляю ее больше, чем могу, больше, чем произвожу. Значит, надо увеличить количество производимой энергии и разделить на две сети. Туда и туда. Фильтры я принес. Пойти на печке сделать сразу обновление скрипта. Что метеостанция? Ну, метеостанция молчит. Тут как-то сирену можно приделать. Опять чип потерялся. Как всегда, да? Там ошибка, он интересная светит. Индекс не может найти. Ну, это как обычно. Это мы сейчас пофиксим.
Пофиксили? Пофиксили. Убираем код, обновляем. Там превышение по байтам. Понятно. Так, а где у нас превышение? Что мы можем уменьшить? Ну, хэшви можем уменьшить. Назовем его pitch. Так. Там еще где часто используем. Здесь мы скажем fpress. Мы скажем ftemp. Тарджеты. Да, тарджет. Starpress Center. Так. Вот уже. То, что надо. Посмотрим. Есть куда качать? Некуда. Есть сталь. Он не должен работать, потому что нам с некуда скачивать. Все молчат. Признак того, что код новый рабочий присутствует. Отлично. А вырубить? Да и как бы я ушел оттуда, да, можно вообще это все вырубить. Метеостанция, да. Здесь порядок или еще что-то есть? А, он еще разбирает. Будет долго разбирать. Это можно выключить. Теперь побежали пить. Делать еще солнечные панели. Фреймы надо посмотреть, у меня там остались. Сделать больше. Фреймы 12 есть. Стеночки вот есть. Стекла. Стекол мало, 3 только. Посмотрим. Значит, электростанцию будем увеличивать. Для начала увеличивать, а потом дальше будем смотреть. 3, 4, 5. Так. Там 7. Здесь еще 5. И я сделаю еще тут вот 2 фрейма. Потом сделаю, чтобы можно было ходить там сверху. Лестницу вон потом добавлю. Там надо позаваривать. Пить хочешь, да? Куда я его выкинул? Всё, топливо закончилось. И так бывает, топливо заканчивается.
А у меня вот тут есть место, где я могу топливо себе зарядить. Не ахти как много, но все же. Там еще есть. Ам, Тут у меня все нет. Я спрыгнул. Можно пока подзарядиться, пока я здесь. Уже, наверное, работает генератор, нет? Уже, по идее, там должен заработать генератор. Еще одна капелька и пойдет. Мы же не трогали ту автоматику. Так, это здесь. Там я выключил. Попить надо, да? Попил. Что у меня тут? О, у меня еще есть баллон с топливом. Целенький. Ну это ладно. По фреймам. Я так ничего не увижу. Там я поставил 5. Я хотел еще сделать. Сделать я хотел. Кальную лестницу. 2 штуки. Так, теперь раз, два, три. Хм. Десяток. Вот, еще 20 штучек. Ну, стеночек не хватит, стекла тоже. Будем уже по месту считать, сколько там понадобится. Хотя нет, лучше сразу. Там я 5 штук добавил, это значит, мне надо еще 10, 15. 15 стенок надо. У меня есть 14. Буквально одну еще докинуть. И по стеклам. Высокий уровень голода. Пожрем, раз у меня голод высокий.
Будет с небольшим избытком стекло. Пеночки 22. Плюс-минус, я думаю, еще надо этих вот таких листов. Угу, он работает генератор, нагнетает нам энергию. Есть такое дело. Далее мне надо... Надо... Вот эта вот штуковина. Хотя бы одна. Это есть. Теперь идем в электропринтер. Чё я сюда полез, если я в электропринтер собрался? А тут мне нужно... Что мне здесь надо? Ну, сокет, да, сокет мне нужен, давай. Не сокет, а этот чип. Один на Харви и один на электростанцию. Так, один и второй. А, одной штучки не делаешь? Я все вытащил, все, я понял. С 4. Вот так. Они имеют свойство пропадать, зернышки. Так, есть 2 чипа. Сокетов, естественно, у меня уже нету, да? Вертикальный ветрогенератор. А горизонтальный имеется? М-дроид? А, это repair kit, типа ремкомплект. Это Айми, Астралоя. Ладно, улучшенный компостер. Печка. Упаковочная машина. И БП мне надо будет. Давай мне и БП.
Микроволновка автоматическая. Интересно. Рудокоп. Небольшой автоматический рудокоп. А ну-ка. Давай. Посмотрим, что ты за зверь. ИБП. Ну, ИБП мне сейчас прям под рукой не надо, но оно мне понадобится точно. Точно понадобится. И вот трансформатор тоже. Что у меня здесь в голове торчит? Ага, батарейка. Угу. Мне же не все сокеты нужно с собой тащить, да? Что там делается? Водокоп. 93%. Давай. Что ты за зверь? Небольшой автоматический рудокоп. Набор. И расе небольшой. Ну да, наверное, маленький. Наверное, есть еще большой. Посмотрим на него. Что это за зверь такой? Подумаем. Автоматическая. Так, это я видел. Это мне сейчас не надо. Большая батарея. Стелит нужен. Извините, пока нет. Батарея поменьше. Надо ли мне еще увеличивать количество батарей? Да, надо. Надо батареи на фильтровальную станцию вот туда. Или сюда, или я прям вот здесь на станции у себя поставлю батарею вторую. Я думаю, на станции электрической поставлю 2 батареи, там одна стоит. Еще одну добавлю. А он мне там батарею делает. Могу вот здесь вот посоединять, походить. Батарея. Стационарный маяк. Это уже у меня есть. Компьютер. Солька, лифт. Пока нет. Пока лифт не хочу. Мигающие лампочки. Газовый электрогенератор. А у меня газ. Ну, вот это топливо, наверное, надо будет сжигаться. Я не хочу топливо сейчас сжигать. Да, лампа еще одна нужна будет, да? Да. Одна есть. Я так понимаю, ее не хватает на все. Выключить, пока не выращиваем. Вторая фитолампа. Я ее пока вот сюда прицеплю, чтобы не потерять.
Харви сделал гидропонную станцию. Пока не буду строить. Сокеты. Сокеты надо 2. У меня еще проблема вода. Чистой воды у меня нету. И грязной никакой воды нет. Она заканчиваться как бы имеет свойство. Я же ее пью. Так, эти станции мы пока не делаем. Лампочки. Линейные рельсы. Чипы ввода-вывода. Тарелки спутниковые. Музыкальные машинки. Какой-то вега набор. Так. Передатчик энергии. Это у нас уже стоит. Беспроводной мы уже пробовали. Планетоход. Ну, куда я на нем поеду? Датчики. Хорошо. Усиленная солнечная панель с астралоя делается. Ага. Вот они, панели солнечные. Сколько штук? Десяток? Но мне 5 только надо. Давай следить за тобой, чтобы было нужное количество. Сокеты. Значит, у нас есть один сокет, который уже висит на Харвик. Один вот сюда прицеплю, чтобы не потерять. Второй пойдет на солнечную станцию. Тут надо еще будут конвейеры. Конвейеры. Да, так потихонечку уже все обрастает всякой разной технологичной штуковиной. Сколько там можно? Мне 5 штучек надо. 2 уже готово. Давай еще. Тут добавить конвейеры. Как-то распределить, чтобы выходной поток был куда-то. Место, где я смог бы собирать, вместо вот такого. Еще куда-нибудь прицепить надо. Машинку. Так, там уже 3. Пока лампочку перецеплю, схожу. Трогаю. Вот здесь была, да, лампочка? И куда мы пойдем, как мы обойдем? Особо никуда не обойдем. Хотя нет, обойдем.
туда пойдем. Что тут у нас? Все? Хватит? Достаточно. 5 штучек. Отлично. По кругу? Да, по кругу. Это у меня контур здесь с электрикой. Данный выпуск подошел к концу. Дорогой друг, я благодарен тебе за то, что ты был со мной на этом выпуске, за твою поддержку, лайки, комментарии. Подписывайся, приходи на следующий выпуск завтра. Будем продолжать строить электростанцию. На этом сегодня все. Пока.